наконец-то настал этот день. День, когда я начинаю снова бегать по утрам. И снимать видео. Я же самый постоянный контент-мейкер. Но больше рад тому, что я начинаю бегать по утрам. Я правда очкую. Прошло уже сколько времени. Я же раннер. Вроде бы я уже чувствовать себя немного лучше начал. Я уже пытался за все это время бегать 3 раза. И все 3 раза были не очень удачными. Ну, точнее как. Ладно, 2,5. Один раз я побегал, у меня пухло колено. Второй раз я делал мерф. И вот 3-й раз. Так, ну задача на сегодня номер 1 не разбиться. Второе, чтобы ничего не опухло. 3, я уже боюсь, что загадывать, честно. Я просто буду делать. Ведь в конце лета нужно пробежать 5 километров на время. О, боже, как мне этого не хватало. Выйти на улицу 5. Можно было просто выйти на улицу 5 утра, но я просто на улицу 5 утра не выйду. У меня появилась отдышка, и это уже признак того, что все не... О, пожалуйста, 5:22, 4 км. Вроде как даже не больно бежать. Не знаю. Стараюсь бежать очень технично. Так, из минусов крайне тяжелые ноги. Из плюсов я бегу. Но тяжело именно вот это вот. Что мы имеем? 8 км. 5:25 км. Доволен ли я? Недоволен. Доволен ли я? Как доволен. Я так доволен, прям... О. У меня был знакомый, который говорил, ты краще не ш***тесь. Что по самочувствию? По самочувствию, что-то чувствую в колене. Наверное, это нормально. Я не знаю. Я не знаю, что оно должно быть. Но я очень сильно боюсь, что эта связка, она, как мне сказали, поплыве. Или, ну, поплыть она вряд ли уже может. Ну, не приживется. Что-то с ней случится, и я... Мне придется ее переделывать. Но пока боли нет. Есть дискомфорт. Но это не боль. Потому что когда больно, оно болит. Ты чувствуешь боль. Но как-то оно немножечко, конечно, что-то оно меня тоже... Пока бежал, вообще ничего не чувствовал. Тут остановился. И на самом деле я хотел и 10 километров пробежать. Но время на меня как и плохо действует, так и хорошо. Плохо действует, потому что я уничтожаюсь. А хорошо, потому что вроде как умнее я все-таки становлюсь. Не факт. Вроде как. Самое главное не хавать перед, потому что я привык есть по утрам, а сейчас не есть надо как-то по утрам, потому что я бежал и прям овсяночка с мороженым где-то вот. Она ездила, можно сказать, что я еще раз похавал. Я пока бегал, думал, что оно дальше вообще как. В теории прогресс какой-то есть. Проблема в эго, потому что всегда хочется ускориться. Я бы и 10 пробежал сегодня, честно, но... Ну, во-первых, я добежал до дома, мне было впадло, а во-вторых, наверное, все-таки ума действительно добавляется. Я начинаю себя чуть-чуть контролировать. То, что я творил в прошлом году, это ненормально было. Я бегал по 75, по 80 километров в неделю. По 400-500 километров на велике и в зале тренировался по 5 раз. Горе от ума, наоборот. Почему это я вообще сказал? Ну, короче, дебил. Во. Так неправильно. Вот. И вообще все виды спорта, которые у меня были, это были вынужденные. Даже тот же бег. Я себе палец отрезал, мне пришлось идти чем-то другим заниматься. Буду качаться. Потому что реабилитация это 2 года. 8 месяцев возвращаешься в спорт, 2 года полное восстановление. К тому же, у меня кресты были порваны это уже с 19 года. Это я уже их 2-й раз порвал. И может быть даже что-то получится в кроссфите сделать. Не получится, ладно, кого я уже старый. Но есть категория 35+. Там что-то я могу еще сделать. Вопрос, хочу ли я, он абстрактный, потому что я хочу все. Самая большая проблема это вонючее эго. Ты когда что-то мог, а теперь ты не можешь. И ты такой, да нет, я могу. Но ты не можешь. Я могу. А ты не можешь. Нет, я могу, но ты не можешь. И потом ты все-таки не можешь. И ты такой, ладно, я не могу. И вообще, я могу все что угодно. У меня просто ничего не получается. И потом опять начинается депрессия, посты в Инстаграме, какие-то клубы, семена чиа. Ну, короче, вот это все, оно мне не хочется. Поэтому я, наверное, больше не буду бороться со своим эго. Вот как оно есть, так оно и есть. На этой неделе я даже рывок начал делать. К чему я это все? Сейчас я буду продолжать вот в таком же ритме. Я схожу в больницу на этой неделе. И если Николаевич скажет, что все нормально, я буду двигаться. И как только включается камера, мозг выключается просто сразу. Бегал, вчера побегал, я в итоге проснулся, колено опять опухло, я такой, да ладно, но с вечера еще пухло, с утром оно уже спухло, но все равно я такой, походу еще рано бегать. Чего я так долго не снимал вообще?
так рассказывать. Много волос было на голове, а когда много волос, энергия не попадает в голову. Я, короче, спросил GPT-чата, что мне делать. Он мне говорит, надо свой экспертный блог вести. И у меня сразу вопрос возник, кто такой эксперт? А все же эксперты. Я посмотрел все рилзы в Инстаграме, и очень сложно это как-то проецировать на себя. Это первое. А во-вторых, когда ты хочешь что-то снимать, нужно как-то бороться с тем, что тебе стыдно. А мне стыдно. И я уже как только вижу людей, мне капец как стыдно становится. Вот уже на меня напротив идут люди, и мне уже стыдно. Или не идут, они на меня идут. Так, я прошел людей, которых мне стыдно. Что значит эксперт? Чтобы стать кем-то на рынке спорта, тут есть несколько вариантов. Быть хорошим спортсменом, это я сразу отсекаю, к сожалению. Ого, я поборол свое эго. Прикол, потому что у меня какие-то амбиции были ровно вот до сейчас. Второй вариант. Снимать видео в Инстаграм по типу «Я ем сладкое и худею». Я тоже. Я ни в чем себя не ограничиваю. Я тоже. И там внизу должны появляться какие-то продукты. А я как-то мне от этого немножечко... Это классно, что это есть, но вообще не мое. Абсолютно мне. Это было 20 минут, 5 станов, 10 подтягиваний, 15 бросков. На становую 60%. Че ты не лежишь? Я пришел снимать, как ты лежишь. О, лежит. Хоть кто-то положил такие. Последние новости, что я имею. Я сходил вчера в больничку. Через 8 месяцев мне нужно было показаться. Это типа такое критическое время, чтобы вернуться в спорт и все остальное. И мне сказали, что все классно. Сила квадры почти вернулась, контрактуры нету, но больше 5 километров тебе бегать нельзя. И я не пойму, то ли я такой нежный стал, то ли... Ну, я так расстроился, кошмар просто. А я люблю очень бегать. Я последние 2 года единственное, что я делал, это 5 километров. Так, ну, наверное, надо что-то рассказать. Финал недели подвести. Как я уже говорил, на этой неделе я сходил в больничку. Нога почти вернулась. По размерам такая же, как правая. Разгибается адекватно. Сказали, что можно хорошо тренироваться. Я уже пробовал на этой неделе хорошо тренироваться. Ну, то есть я и до этого пробовал. Но вот когда мне сказали, что мне можно тренироваться, я как-то увереннее пробовать начал. Я сделал пару комплексов прикольных. И я думал, вот, мне нужно типа возвращаться как-то к чему-то. Я, честно говоря, очень сильно хочу бегать. Но мне сказали, что бегать больше 5 км лучше не надо. Вообще, в принципе. Но я думаю, это пока. А в перспективе, наверное, будет получше. И все-таки я сделаю свою половинку, которую я очень хочу. Но не в этом году опять. Когда же я ее сделаю? В прошлом году не сделал, в этом году не сделал. Но когда-то я ее сделаю, отвечаю. А тренироваться буду как и раньше. Только из-за того, что буду меньше бегать, придется больше качаться, чтобы стать больше. Входить вот так. И это не напрягаясь. Ну и чтобы весело было. Так как амбиции я свои поборол уже, и эго свое поборол, так что буду развиваться как тренер. Следующее видео сниму там по поводу какой-то еды, какой я себе придумал рацион, тренировки свои, тренировочный план свой покажу. Но все равно бегать буду, хоть по чуть-чуть, но я буду бегать. Буду, короче, ответственнее к этому относиться. Потому что я все время что-то начинал делать и забивал. В этот раз я уже не забью. Ну, или забью. Но я буду стараться не забить. Так що, пожалуйста, смотрите. Peace. А, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті поводу. Как душ сегодня мне сделал. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee